Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие основные события происходят и что ожидать на вечерней сессии от российского и не только российского фондового рынка. Так, ну давайте сделаем упор сейчас на России. Что у нас здесь происходит? В октябре ускорился спад промышленного производства. Но этого следовало ожидать. Здесь в целом, я даже думаю, достаточно позитивное видение у Минэкономразвития о том, что снижение промпроизводства в 2020 году составит 4,1%. Я думаю, все-таки цифра будет поболее, ближе к 10%, потому как с такой привязкой к сырью и как ни крути произошло падение и объема, и цен, здесь волей-неволей, наверное, процентов 10, а то и больше будет. Поэтому как такая цифра получена, для меня лично загадка. Я думаю, цифра в плане итогового снижения она будет поболее. Так, ну и вот аналитический центр при правительстве России построил ряд моделей, какие есть риски и как они будут реализовываться, возможно, в ближайшем обозримом будущем. Но вот по рецессии они ждут, что рецессия возникнет до октября 2021 года, они ожидали, но риск этот реализовался. Действительно, рецессия возникла, как ни крути, там по-разному можно называть, там отрицательный рост или еще что-то, но в экономике мировой и Российской Федерации идет глубочайшая рецессия на текущий момент. Так, далее, вот они достаточно оптимистично прогнозируют, что риск рецессии, затягивание рецессии после июня 2021 низкая вероятность. Я с этим не соглашусь, потому что непонятно пока, какая будет ситуация с коронавирусной инфекцией. Если реализуется негативный прогноз, что все это будет до мая, даже есть определенные исследования, которые с моей точки зрения не совсем корректно такие проводят, скажем так, расчеты, что до мая 2021 года все это дело продлится, тогда, конечно, я думаю, рецессия, она затянется и будет весь 2021 год и, наверное, большую половину 2022 года и во всем мире, и в России. Но здесь появился фактор непрогнозируемости, когда завершится эпидемия или, по крайней мере, она спадет, то есть не будет такого количества роста новых случаев. Но посмотрим, как события будут развиваться. Я думаю, в любом случае это слишком оптимистичный взгляд. Так, возникновение системного банковского кризиса. Высока вероятность до октября 2021 года. Здесь на что хотел обратить внимание. Дело в том, что в Америке тоже строили различные модели, американские инвестбанки, и пришли к выводу, что как раз к сентябрю 2021 года будет вал банкротств в США. С учетом того, что вот этот риск у Российского центра экономических прогнозов и исследований достаточно близок с американскими банками, я думаю, то, что это реализуется, будет иметь очень высокую вероятность. Ну и как раз сентябрь-октябрь 2021 года, я думаю, даже пораньше здесь что-то произойдет. Далее, системные кредитные риски до ноября 2020 года высокая. Но не совсем понятно, что имеется в виду под этим термином. Валютные риски до июня 2021 высокий риск реализовался. Но имеется в виду, что реализовалась девальвация национальной валюты, но на самом деле, с моей точки зрения, риск этот не реализовался, потому что реально девальвации пока не было. То, что мы сейчас наблюдаем, это всего лишь хождение в коридоре, не более чем. Поэтому этот риск, связанный с девальвацией, я думаю, он не реализовался, и он достаточно высокий остается. Так, ну и системный риск ликвидности до апреля 2021 года риск реализовался. Но здесь, наверное, все-таки имеется в виду те события, которые были весной и летом. Сейчас, я думаю, с ликвидностью проблем нету. И если что-то такое произойдет, наверное, я думаю, Центробанк, то, что касается кризиса ликвидности, вопрос, я надеюсь, решит очень оперативно, и такого риска не будет. Итого, что мы получаем? У нас получается в сухом остатке это рецессия, которая началась и которая неизвестно, когда закончится. И, соответственно, спад, как ни крути. И потенциально возможный банковский кризис, который, скорее всего, реализуется осенью 2021 года, возможно, даже пораньше. Ну и валютный риск. Они здесь ставят до июня 2021 года
Вот. И пишут, что реализовался, но с моей точки зрения он не реализовался, и мы можем увидеть очень сильные колебания в части ослабления рубля к доллару и евро. Да, сейчас идет обратная тенденция, она связана на текущий момент рисконом, то есть ищут куда запарковать деньги, но здесь, я думаю, не надо испытывать иллюзий, потому что одно дело игра и спекулятивные движения, и другое дело какие-то фундаментальные изменения. Вот с моей точки зрения мы не прошли ту точку, где происходит слом и наступают фундаментальные изменения. Так, давайте вернемся к рынку. У нас завтра аукционы ОФЗ, их будет аж целых 3. То есть, видимо, всем так понравилось покупать ОФЗ, что решили провести в 3 части. Так, ну индекс RGBI. Здесь вот у нас произошел отскок. Ну, фактически двойное дно. В чистом виде модель получается, но она не сработала, она только пришла, скажем так, к своему основанию. Вот она как бы сработает в полном объеме, если отсюда разовьется движение на 155,5. Вот. Но здесь, я думаю, для такого движения все-таки должен быть какой-то существенный позитив по нефти. Вот. Возможно, краткосрочный задерг по нефти и будет, но, скажем так, устойчивого какого-то движения в ближайшее время на рост, я думаю, вероятность не очень высока. Вот поэтому, наверное, действительно где-то в этом диапазоне мы будем находиться 154,7, 154,1. В случае пробития нижней границы его будут топить. Цель движения 153, 152,4, вот сюда вот. Вот. Ну и, соответственно, если последует вдруг пробой чудесный 154,5, то у нас цель движения конечной 155,5. Хотя не знаю, мне вот сейчас в это движение наверх как-то очень слабо верится. Хотя технически оно вполне возможно, вот, но на текущий момент я бы на него особо большой ставки не делал. Конечно, были слова Грефа о том, что сколько там, 60 или 70 рублей за доллар будет на Новый год 2021. Ну, всякое бывает, но что-то вот мне в это пока не верится и не видится фактических оснований для такого движения. Так, друзья, ну вот американский индекс SFD на фьючерс Сиплова и S&P. У нас как бы получается здесь заминочка. То есть он, ну по крайней мере на текущий момент, он находится вот в этом диапазоне. Не пробил, никуда не ушел, но уже разворотная формация и попытка скорректироваться. Ну как минимум сходить на 3550. VIX дневной таймфрейм, так же как там SFD на Сиплова. Здесь тоже у нас разворотная формация, и судя по тому движению, которое здесь оформляется, уже на этой неделе, скорее всего, мы увидим, ну, как минимум движение вот сюда вот, 25,5, к верхней границе этой проторговки. Вот. Ну, если в дальнейшем это движение будет реализовано на пробитие 25,5 на объеме, то мы увидим и задерг уже как бы на 30. Текущая ситуация указывает, что с большей степенью вероятности здесь произошел разворот ВИКСа и будет движение вверх. Данный сценарий не будет реализован, если мы получаем устойчивое пробитие 22. Вот если 22 пробиваем, то он начинает сыпаться, и уже цель движения будет в район, ну сначала 19,5, а потом 17. Вот. Но мне такой сценарий сейчас видится маловероятным. Так, далее индекс доллара. Здесь была у нас попытка пробить 92.35, но она успехом не увенчалась. Сейчас он закрепляется. И, как мне видится, по индексу доллара более вероятно это вот движение в рамках вот этой проторговки, которую сейчас расширили. И на текущий момент это 92.3, 93. Вот здесь в этом диапазоне. Так, далее нефть Brent. Ну смотрите, вот 42.55. У нас вот есть железная поддержка. Пока мы находимся в более высокой проторговочке 43,2, 43,94. И здесь, судя по всему, у нас сегодня день завершится попыткой взять 43,6 и закрепиться выше этого значения. Вот, соответственно, движение это не сработает, если будет пробитие 43,15, 43,1. В этой ситуации, скорее всего, уйдем вот сюда, в этот диапазон. Так, далее золото. Но по золоту у нас в чистом виде идет консолидация, набор позиций. Сейчас вот отсюда развивается движение, цель которого сходить на 1892.
вот это движение не сработает, если пойдет откат и пробитие 1882, в этом случае мы вполне вероятно можем увидеть движение на 1873-1871. Но пока больше факторов указывает на то, что вот здесь вот будет сейчас разворот и движение к верхней границе на 1892. Так, друзья, рубль-доллар, часовой таймфрейм, USD Tomorrow. Но здесь у нас отбой произошел от этой границы 76, 75 мы даже не дошли. Вот, соответственно, сейчас вот здесь, я думаю, наиболее вероятно будет набор позиций 76,2, 76,1. И мы увидим отсюда движение, цель этого движения 76,52. Ну, сейчас сегодня закрытие, наверное, я так предполагаю, будет вот где-то, наверное, вот здесь 76,4. Так, но я вот сейчас буду ориентироваться в пересчете на фьючерс, на то, что если не будет пробоя 76,15, 76,12, то отсюда разовьется движение, и цель этого движения будет 76,46. Там на фьючерс, если считать, немножко другое значение, но в целом они пропорциональны, эти цифры. Но если вот возникает такие пробития вот этого диапазончика, то мы отсюда, скорее всего, посыпемся на 75,5 и потом 75,15. Вот. Но мне пока такой сценарий развития событий, он видится маловероятным. Завтра, конечно, там планируют ОФЗ размещать, даже в целых 3 этапа. Достаточно интересно. Вот. Но с моей точки зрения, все-таки здесь какой-то корректирующий отскок, даже если там все совсем айс, для укрепления доллара вот хотя бы к верхней границе вот этого значения, я думаю, вероятность достаточно высокая такого движения. Вот. Но в любом случае, я думаю, здесь, скорее всего, будет отбой, закрытие либо на 76,35, либо вот здесь вот в районе 76,46. Так, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь все отлично, просто растущий канал, причем достаточно симметричный. Вот. Здесь у нас была цель движения, которую мы отрубили. Вот. Далее, что у нас здесь сейчас должно произойти? А должно у нас произойти следующее. Либо мы сегодня, завтра с утра удерживаем 1,1840, и тогда у нас вот вся эта конструкция, она переходит в рост. Если такого не происходит, то у нас будет корректирующий откат, и цель этого отката будет сходить вот сюда, вот 1,1790, вот сюда, в этот диапазон. Ну, если здесь возникает пробитие, то его могут унести очень сильно вниз. Вот, пока не возник пробой вот здесь этого диапазона, у нас развивается движение. Сейчас, ну, корректирующий откат какой-то будет. Я предполагаю, что где-то здесь, наверное, будет завершение, наиболее вероятно, и движение дальше в рамках вот этого канала. Если сейчас здесь пробьет, то вот куда-то сюда, и здесь он будет консолидироваться. Вот здесь возник сигнал, который указывает на то, что, возможно, произошел разворот и пойдет движение вниз и откат. Но здесь в этой ситуации надо просто держать в голове, что если будет даже пробой вот этого сильного уровня 1,1790, но не будет пробоя 1,1744, 1,1760, то так или иначе, скорее всего, этот откат его будут выкупать и будут евро все-таки подтягивать наверх. Так, далее фьючерс РТС. Но здесь у нас определенную цель достигли. Немножко до 130 мы не дошли. Вот. Но на текущий момент я до конца дня вообще его бы сейчас не рассматривал. Вот. Завтра посмотрим, какая здесь будет ситуация. Пока все указывает на то, что рост продолжается. Я пока особых драйверов для этого роста на текущий момент не наблюдаю. Вот. Ну, конечно, там с ОФЗ могут нехило разместить. Вот, может быть, это тоже каким-то положительным образом повлияет. Так, но если смотреть 4-часовик, у нас здесь что получается? Вот эта вся конструкция, она указывает на то, что здесь произошел разворот, который был сломан. Разворот на движение вниз. Вот. Соответственно, для того, чтобы пошел дальнейший рост, необходимо, чтобы здесь по факту какой-то проторговки произошло пробитие 127 700, и ближайшая цель будет 130.
Вот. Этого не произойдет, если все-таки возникает откат и происходит пробитие 124 тысячи. Вот 124 тысячи здесь некий Рубикон, который в случае пробития приведет к тому, что сначала движение будет на 122 300, и потом отсюда, скорее всего, разовьется возврат вот сюда, в этот диапазон. Вот. Но пока здесь сигнала на разворот нету, наиболее вероятно, что здесь даже произошло накопление, и уже как бы он готов к движению попытки потестить 127 700. Но сейчас я его не рассматриваю, вот, потому что на вечерке, мне кажется, для РТС не очень высокая ликвидность, и я вообще не очень в последнее время этот инструмент использую. Все, друзья, спасибо за внимание.